Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня я с вами поделюсь 3 вкусными, классными, полезными рецептами ужинов. А еще каждый ужин мы будем готовить в одной сковороде, не пачкая лишней посуды, и понадобится всего лишь 20 минут нашего времени. Это как раз те рецепты, которые я люблю, и те рецепты, которые помогают снижать свой вес, ну и просто чувствовать себя отлично и не тратить много времени на готовку. Начинаем готовить. Наш рецепт номер 1. На сковороду отправляю 2 столовые ложки растительного масла и включила самый маленький огонь. Лук нарезаю тонкими полукольцами. Отправляем лук в разогретое масло и с помощью лопаточки равномерно распределяем по сковороде. Шампиньоны нарезаю пластинками, у меня их 400 грамм, грибы свежие, вы можете использовать замороженные. Отправляем грибы к луку и, конечно, перемешиваю для того, чтобы овощи пассеровались равномерно. Грибочки наши немного уже обжарились, самое время их поперчить. Теперь я добавляю 50 граммов стручковой фасоли, она у меня замороженная, 100 граммов капусты брокколи, вот такой яркой зелененькой, 50 граммов зеленого горошка и 100 граммов цветной капусты. Все, перемешиваю. Вы можете использовать любые замороженные овощи, которые есть у вас. Это такое блюдо, пришел, что-то нашел в морозилке, изготовил. Всегда выручает. И, кстати, получается очень вкусно и быстро то, что нужно нам сегодня на ужин. Оставляем овощи на сковороде и продолжаем приготовление. Пока овощи шкварчат на сковороде, я нарезаю мелким кубиком 300 граммов филе куриной грудки. К грибам и овощам добавляю куриную грудку. Огонь я прибавила до среднего, для того, чтобы курочка и овощи обжаривались. Прошло около 3 минут, курочка уже побелела, значит самое время доводить все до готовности. Я добавляю 2 столовые щедрые ложки сметаны. Сметана у меня жирности 15%. Добавляю 200 мл самой обычной воды, для того, чтобы у нас получился вкусный, нежный, ароматный сметанный соус. Все тщательно перемешиваю. Солю по вкусу, перчу по вкусу. Добавляю 300 граммов предварительно отварной фасоли. Вы, кстати, можете как вариант использовать консервированную. Перемешиваю, для того, чтобы фасоль пропиталась вкусным соусом и все вкусы и ароматы нашего замечательного ужина в одной сковороде смешались. Убавляю огонь до минимального. Накрываю крышкой и оставляю на 5 минут до готовности. 5 минут прошло, и наш ужин уже готов. Посмотрите, какое разнообразие цветов и вкусов. И все вместе это дает просто невообразимо вкусное сочетание. И очень важно, такой простой ужин подарит вам эстетическое наслаждение, потому что это просто красиво. И, конечно же, даст вам так необходимую сытость после трудового дня. И вы не будете вспоминать о холодильнике до самого утра. Вот такой красивый, сочный, яркий ужин можно приготовить в одной сковороде всего за 20 минут. Что еще нужно после рабочего дня? Ужин номер 1 у нас с вами готов. Еще напоминаю, что на ужин у меня обязательно овощное блюдо. И вот здесь появится ссылочка на вкусные, простые в приготовлении салаты из морковки. Обязательно их попробуйте. А сейчас мы с вами приготовим ужин номер 2. Это практически мой любимчик. Я его придумала по вдохновению. Готовится, мне кажется, еще быстрее, чем номер 1. Из минимального количества ингредиентов, а вкус это просто сказка. В общем, перестаю рассказывать, начиная готовить ужин номер 2. Пока масло разогревается на сковороде, я нарезаю 300 граммов тыквы, моей любимой тыковки, даже так я скажу. Нарезаю сначала полосочками, а затем нарезаю ее мелким кубиком. Отправляем кубики тыквы в разогретое масло. И, конечно же, перемешиваем тыковку, чтобы она равномерно распределилась по сковородке. Пока тыква шкварчит на сковородке, я мелко рублю чеснок. У меня чеснока 5 долек. Вы можете чеснок добавлять или не добавлять по вашему вкусу, но на мой вкус чесноком намного вкуснее и ароматнее. Отправляем нарубленный чеснок к тыкве и, конечно, перемешаем. Теперь 5-7 минут нам нужно обжарить тыковку с чесноком на среднем огне. Пока тыковка жарится, я натираю 200 граммов сыра. У меня сыр Эдам на мелкой терке. Вот такая румяная красавица тыковка у меня через 5 минут. Солю, перчу по вкусу, заливаю литром воды.
И прибавляю огонь до среднего, для того, чтобы вода закипела. Накрываю крышкой и жду закипания воды. Итак, наш бульон с тыковкой закипел. Я отправляю туда 450 граммов макаронов. Обратите внимание, они у меня очень тонкие, готовятся за 5 минут. Если у вас на пачке написано, естественно, готовить дольше, то вы готовите ваши макарошки дольше. Теперь накрываю крышкой и оставляю на самом медленном огне на 3 минутки. 3 минуты прошло, вот так аппетитно уже выглядят наши макарончики, но это не все. Добавляем сыр, который мы натерли на мелкой терке. И теперь наша задача просто смешать макароны, тыкву и сыр, для того, чтобы получился очень вкусный и ароматный соус. Вы видите, сыр плавится прямо на наших глазах. Это очень вкусно. Если вы не готовили тыкву с макаронами и сыром, обязательно приготовьте. Это простейшее и гениальнейшее блюдо. Оно стало одним из самых любимых в нашей семье. Теперь накрываю крышкой и оставляю еще на 2 минуты для того, чтобы все вкусы и ароматы смешались. Отправляем наши макароны в тыквенно-чесночно-сырном соусе на тарелку. Просто посмотрите, какая это красота. Сыр, кстати, вы можете использовать любой, который есть у вас в наличии. Замечательно будет добавить моцареллу, но с самым обычным твердым сыром получается тоже очень вкусно. В общем, экспериментируйте. Приятного аппетита! Ужин номер 2 мы с вами приготовили. И еще перед тем, как начать готовить третий ужин, хочу поделиться с вами ссылкой на постное меню, потому что уже совсем скоро Великий пост. И если вы собираетесь поститься, я уверена, что вы найдете идеи для своего меню. А мы с вами будем готовить номер 3. Очень простой, вкусный и сытный ужин. Давайте начинать скорее. Пока масло разогревается у меня на сковородке, я морковку нарезаю сначала на вот такие ломтики. Теперь ломтики нарезаю тоненькой соломкой. Ломтики морковки отправляю в уже разогретое масло и распределяю по сковороде. Пока пассируется морковка, лук нарезаю четвертинками, мелко не нужно. Отправляем лук к моркови и перемешиваем. Еще у меня есть вот такой красивый, яркий, сладкий перчик. Нарезаю его сначала ломтиками, а затем нарезаю перчик мелким кубиком. Отправляем перчик к луку и морковке. Перемешиваем и оставляем пассероваться овощи около 3 минут. Пока овощи пассируются, мелко нарезаю куриную грудку, у меня ее 300 граммов. Нарезаю прям очень-очень миленько. Вы по желанию можете приготовить фарш, но мне на самом деле быстрее и удобнее просто нарубить ее ножиком. Теперь, когда я нарезала мясо уже на кубики, я дополнительно с помощью ножа измельчаю его, и по сути у нас с вами получается рубленый фарш без всякой мясорубки за пару-тройку минут. Это удобно, когда у вас небольшое количество курицы и не хочется тратить время на сборку мясорубки. Овощи наши отлично пассеровались, самое время добавить к ним рубленый фарш. Сейчас я вот сначала просто вот так распределю, для того, чтобы сразу посолить по вкусу. И, конечно, поперчить. А вот теперь я уже смешаю мясо с овощами. Делаем все еще аппетитнее. Я добавляю 4 столовые ложки домашнего томатного соуса. Ссылка на его рецепт появится в правом верхнем углу. Если вы используете томатную пасту, добавьте 1 столовую ложку. Следом добавляю половину литра воды. Прибавляю газ до среднего, для того, чтобы жидкость быстрее закипела. Перемешиваю и накрываю крышкой. Ждем закипания. Ужин номер 3 я буду готовить с рисом. Для того, чтобы он приготовился быстрее, я просто замочила его на 20 минут, а в это время подготовила овощи и курицу. Наш аппетитный соус кипит, добавляем рис. И благодаря тому, что я его замочила, время приготовления риса значительно сокращается. Он будет готов буквально за 10 минут. Теперь все хорошенько перемешиваем, для того, чтобы рис впитал в себя этот вкусный томатный соус, который мы с вами приготовили. И накрываем крышкой. Через 10 минут наш ужин готов. Итак, наш третий ужин уже готов, потому что я вооружилась ложкой для того, чтобы его отправить в тарелку. Еще хочу сказать, что во время приготовления я добавила 200 мл воды, и как всегда все ингредиенты будут в описании под этим видео. И еще один момент, если вы точно так же, как и я, любите простые быстрые ужины и не пачкать много посуды, то поддержите нас, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну а теперь отправляем наш ужин на тарелку. Отправляем наш ужин на тарелку. Рис получается нежнейшим, абсолютно не сухим.
Также здесь есть и морковка, и перчик, все для того, чтобы мы с вами получили достаточное количество овощей и клетчатки, ну и курочка, которая добавит вкуса и белка. Приятного аппетита! Ужин номер 3 готов! Я очень рада, что сегодня поделилась с вами сразу 3 рецептами простых и вкусных ужинов. Обязательно, кто попробует, жду ваши отзывы в комментариях. И, как всегда, прошу вас делиться вашими любимыми рецептами. Это меня вдохновляет и помогает мне придумывать все новые и новые рецепты. Для того, чтобы просто вкусно питаться, ну и, конечно, делиться этим с вами. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и обязательно очень-очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, ужина и никакой лишней посуды.